Привет, Китай, это я, Романович, и сегодня ваше любимое шоу «Кто проживет дольше?». С момента последнего выпуска прошло примерно где-то 2 месяца. И как вы помните, в том батле победил Poptel P9000. Это тот самый огроменный смартфон, у которого 9000 мАч батарейка. И, конечно же, он немножко потаскал все остальные устройства. С другой стороны, 9000 мАч батарейка должна была дать еще большего прироста. Но за счет отсутствия оптимизации, к сожалению, или к счастью, они проиграли. Сегодня у нас еще интереснее батл, потому что соперники подобрались ну просто дико неординарные и разнообразные. Говори меня без расы, с головы хип-хоп. Слезайте нового витана, пыльный эталон. Тут элементально пересекаемся со шкалдой на теме. Или беда, я без доверия к мнению вроде этого. Встречаем! Яндекс.Телефон, 3050 мАч батарейка. Honor 8C. Honor 8C, 4000 мАч батарейка. iPhone 10s, 2650 мАч батарея. Xiaomi Mi 8 Lite, 3350 мАч. Его прямой конкурент Honor 8X, 3750 мАч батарейка. Всенародный любимец Xiaomi Redmi Note 5, 4000 мАч. Ну и последний в списке, но далеко не аутсайдер, OnePlus 6T. Стресс-тест батареи у нас будет происходить в несколько этапов. Этап номер 1. Здесь мы запускаем сериал на YouTube, какой-то дикий, который идет 3,5 часа. Одна серия, или у него может быть вообще серии нет, я честно не знаю, но он идет 3,5 часа примерно, включая различную рекламу. В этот момент у нас максимально на экранах выкручена яркость на 100% и включен Wi-Fi. Так мы тестируем 3,5 часа. А в дальнейшем мы на всех устройствах, без исключения, врубаем, это будет второй этап, PUBG. И смотрим, сколько здесь они еще протянут. И по итогу подводим заключение, и вы поймете, кто в данный момент чемпион. Здесь получается у нас 7 смартфонов. Ну и они идут по порядку. Я думаю, все вы в принципе их прекрасно знаете. Сериал запустили. Давайте посмотрим, сколько в данный момент натикало. 17:48, то есть практически без 10. Ну давайте брать так, что в без 15 сериалы мы запустили. Без 15 6 вечера запустились сериалы, и они потихоньку идут. Первые итоги мы с вами будем подводить примерно через 3,5 часа. Ну а пока идет первый этап тестирования, я хочу вас искренне поблагодарить за вашу активность, за то, что вы двигаете канал вперед, и хочу вас порадовать конкурсом, который мы проводим совместно с создателями игры Викинги. Между прочим, Викинги уже разыграли 35 айфонов и 13 макбуков и не собираются останавливаться. Главные призы этого месяца — это 2 новейших набора PlayStation 4 Pro плюс VR-очки и суперприз MacBook Pro. Я считаю, что конкурс в этом месяце реально мощный и шансы есть выиграть у каждого. Викинги — это супер стратегия. Главный плюс этой игры, что она многопользовательская. Для успеха ты должен не просто повысить свой скилл, а найти верных братьев по оружию и объединиться с ними в союзы. Именно здесь можно одновременно шпионить, создавать оружие, возводить мощные сооружения. Улучшив экономические показатели города, ты приблизишь свое королевство к победе и укрепишь власть в империи в северных землях. Итак, что нужно сделать, чтобы получить свой приз? Все очень просто. Хотите получить PlayStation 4 Pro плюс VR-очки? Скачивайте Викингов по ссылке в описании и дойдите до 10 уровня дворца. А чтобы выиграть суперприз MacBook Pro, просто достигните самого высокого уровня дворца до конца месяца среди остальных участников. Розыгрыш состоится 3 мая. Качай Викингов по ссылкам в описании и получай 200 голды и бесплатный щит в подарок. Мой ник, кстати, Романович_YouTube. Встретимся там.
вот он закончился, первый этап. 3 часа 10 минут эти красавчики бились между собой в автономности. Давайте посмотрим на их результаты в процентном соотношении. Итак, начнем слева направо. Первый, кто попадает под нашу горячую руку, это OnePlus 6T. Итак, посмотрим результатики. Что здесь нам показывается? 78%. Достойный результат. За 3 часа 10 минут 78%, то есть всего лишь 22 израсходованных процента. Это мощно. Но здесь батарейка 3700 мАч. Следующий на очереди у нас это Яндекс смартфон. Иди сюда, хорошенький. Сейчас мы тебя будем расчехлять. 57%. Но это тоже неплохо. Хорошо, что не половина. Это очень неплохо. Хорошо, что не половина. Вот если было уже 50%, то можно было заволноваться, тем более здесь батарейка 3050 мАч. Итак, смартфон самый дорогой в нашем тесте, и при этом это та мобила, у которой самая маленькая батарейка. Что нам покажут цифры? 76% результат. 24 израсходованы. Я бы, наверное, все-таки пару процентов отнял, потому что iPhone по какой-то причине пару раз отключался и в итоге где-то скостил себе минут 15-20 тестов. Отключался, в смысле, переходил в режим ожидания. Смотрю, потушился, но где-то я успевал вовремя, я постоянно следил, поэтому все-таки процентов 3-4, 5 можно отнять у этого мобила в конце, чтобы понять ее оптимальный результат. Следующий Honor 8C. Это тот самый красавчик, который невероятно рекламируется на YouTube, где-то в верхней вкладочке, где разговаривают нам и рассказывают о том, что невероятная мощь по батарейке. То, что вы так хотели, показывает 71%. Получается, ну, практически 30% отнялось за 3 часа 10 минут, ну, уже, возможно, 15. Итак, идем далее, заходим уже на периферию нашей радуги. И здесь у нас Xiaomi Mi 8 Lite. У него достаточно все неплохо с батарейкой. 3350 мАч. А что же у нас за результат? 45%. Ой-ой-ой-ой-ой. 55% сожрал смартфон, 55% буквально всего лишь за 3 часа 10 минут. Ну, это жестко. Это жестко. И вот он наметился аутсайдер. Итак, его главный конкурент Honor 8X замыкает цепочку. И что мы видим по результату? 61%. Это неплохо. Но при этом это практически 40 съеденных процентов, при том, что здесь батарейка неплохая, 3750 мАч. И, конечно, к вопросу оптимизации. Он есть, безусловно. Ну и на центре у нас располагается легенда Xiaomi Redmi Note 5. На самом деле у меня немножко сейчас сжались яйца, потому что я владею этим смартфоном. Это моя основная мобила. И сейчас, ну, блин, решится многое. Давайте посмотрим, что тут в процентаже. 62%. Ну да, все, красавчик. 62%. Это несмотря на то, что это самая старая мобила из сегодняшнего теста. Здесь я батарейку уже загонял за полгода до смерти. Все остальные мобилы так или иначе свеженькие. 62%, красавчик. Короче, после первого круга или после первого тура, можно так сказать, один из лидеров, да и по сути главный лидер, это OnePlus 6T. На часах время 21:12, и у нас начинается второй этап тестирования. Все смартфоны на изготовке, видите, PUBG уже запущен, но игра сама еще не происходит. Начинаем с Honor 8C. Нажимаем играть. Следующий у нас на раздаче Honor 8X. Нажимаем играть. И еще один у нас на раздаче. Ой, извиняюсь, это был Xiaomi Mi 8 Lite. Теперь у нас на раздаче Honor 8X. Нажимаем играть. Следующий девайс у нас кто? Xiaomi Redmi Note 5. Господи, как они похожи внешне. Все сейчас устроятся со своими челками. Хотя здесь челки нет, но все равно в любом случае внешне похожи. Но здесь ни с кем не спутаешь. iPhone 10s тоже попадает под раздачу. Начинаем на нем. И вот это вот у нас устройство. Кто вы думаете? OnePlus 6T. Тоже начинаем. И последний у нас расположился Яндекс телефон. Здесь мы тоже начинаем. Все, поехали! Тестирование началось. Самый важный этап.
Больше часа прошло с момента начала второго этапа тестирования. PUBG, графическая нагрузка. И давайте посмотрим результаты. Кто уже ближе к нулю? Honor 8C. Давайте посмотрим его результат. 49, мать его, процентов. Но это очень и очень достойно. Следующий. Xiaomi Mi 8 Lite. Просто невероятно раскаленный красавчик. Тяжело аж в руки брать, печет. Здесь Snapdragon 660 жарит от души. Давайте посмотрим, сколько здесь осталось. Походу вообще провал. 4%! Это просто катастрофа. 4%. Honor 8X, его главный конкурент. Давайте посмотрим, что здесь мы имеем. Здесь у нас 34%. Очень достойно. Красавчик. Яркость на 100%. Я на всякий случай аж решил проверить. Думаю, может быть что-то не так. Следующий у нас на очереди Xiaomi Redmi Note 5. Давайте его результат заглянем. Здесь я предполагаю, да, что-то около 40%, а именно 37% у нас заряда. Очень и очень достойно. iPhone 10s. Смартфон с самым маленьким аккумулятором в нашем сегодняшнем тесте. И давайте взглянем на его достижения. 46%, но опять же мы помним, что примерно около 5% у нас в уме. Он должен был разрядиться больше, но он мухлевал. Но все равно даже 40% это достойный результат. Что мы имеем на OnePlus 6T? 3700 мАч батарейка дает свои плоды, 48%. Очень и очень достойно. И последний в нашем списке замыкает Яндекс.Телефон. Здесь сколько мы наблюдаем? 21%. В итоге, что хочется сказать? Xiaomi Mi 8 в данный момент самое слабое звено. Это невероятный позор. И, пожалуйста, все владельцы Xiaomi Mi 8 Lite, отпишитесь в описании под роликом, а как оно у вас. Но я все-таки теперь склоняюсь к тому, что я не зря сказал в 5 причин не покупать Xiaomi Mi 8 Lite. Одна из причин как раз таки была батарейка. Я, походу, это не зря сказал, потому что так оно и есть. На моем Xiaomi Mi Band 3 показывает 23:42. То есть прошло достаточное еще количество времени, и потихонечку мы видим, как смартфоны уходят в небытие. Итак, подведем итог на данный момент. У нас отошел сначала Xiaomi Mi 8 Lite. Все, это уже мертвец, он даже остыл, совсем уже не нагретый давненько. Прямо сейчас, в прямом эфире, от нас уходит... Еще раз смотрите внимательно. От нас уходит Honor 8X. Все, до свидания. 23:43. Honor 8X уходит. Написано, что буквально что через 30 секунд батарея отрубится. Honor 8X работал до 23 часов 43 минут. Все, он отходит. Но перед Honor 8X в мир иной, ну, по крайней мере, на время отошел Яндекс.Телефон. На самом деле он меня немножечко удивил, потому что все-таки, опять же, здесь батарейка была невероятно небольшая. Хотя, с другой стороны, конечно, если с айфоном сравнивать, то, в принципе, запас был. Но, с другой стороны, 3050 мАч это очень и очень немного. С другой стороны, Snapdragon 632, который установлен в Яндекс.Телефоне, достаточно энергоэффективный процессор. Скорее всего, из-за этого он и протянул достаточное количество времени. По сути, Яндекс.Телефон красавчик, как бы то ни было. Xiaomi Mi 8 Lite это просто обосрались, вот такую кучу навалили при огромной толпе. Ну а Honor 8X показал просто достойный результат. Я бы так сказал, немного, немало. То есть, если подводить итог, в данный момент главный фаворит нашего сегодняшнего соревнования это Honor 8C. Если все будет идти так же, как и в данный момент. Если вдруг какой-то не случится у него просадки. Уже реально то время, когда хочется спать, и это получается мое предпоследнее включение, потому что у меня на столе из живых смартфонов остался всего лишь один. Первым в 0 часов 13 минут отошел iPhone 10s. В 0 часов 13 минут, почему мы так считаем? Потому что у него на самом деле еще оставалось 5%, но мы как договорились, что 5% у нас в загашнике за то, что он в те времена
шалил. Поэтому примерно где-то в тот момент, в момент сериалов, когда он отключался, 5% эти и должны были потратиться. Следовательно, получается 0 часов 13 минут отключения iPhone 10s. Дальше дела развивались так. В 0 часов 24 минуты вырубается OnePlus 6T. Это вообще дикая история. iPhone 10s. Здесь батарейка у нас 2650 мАч. А OnePlus 6T батарейка 3700 мАч, то есть на 1000 мАч больше. И вот она, что творит оптимизация. iPhone 10s, получается, с OnePlus 6T вырубается практически в одно время. Финалочка. И для некоторых устройств я сразу скажу, итоги будут крайне неутешительные. Самый мне нравится прикол в том, что свои итоги я распечатал, сейчас вам скажу, на курсовой работе. Государственная поддержка предпринимательской деятельности. Вот так вот. Итоги вышли на моей курсовой работе. Итоги учебы и итоги нашего соревнования все в одном месте. Итак, давайте озвучим важные цифры. Первый из нашей битвы выбыл Xiaomi Mi 8 Lite. И он занимает 7-е отвратительное место. Этот смартфон продержался в стресс-тесте всего 4 часа 38 минут. Вот таких ребят надо знать в лицо. Вот этот вот козел ни разу не автономный. Ну, у меня других выражений нет. Он реально козел. Ты посмотри, как он нас в нужный момент предал. Дальше. Следующий. У нас отключился, получается, в 22:25 и в общем прослужил нам 4 часа 40 минут. Это Яндекс.Телефон. Здесь батарейка 3050 мАч. И на самом деле это в принципе нормальный показатель. Как бы то ни было, вот от кого? От Яндекса я ожидал 7-го места. Но он занимает 6-е. И в этот раз можно смело сказать почетное 6-е место. В этом плане я не знаю кто. Красавцы Яндекс, что более-менее оптимизировали. Или китайцы, которые делали эту мобилу. Ну короче, кто-то из них красавцы. Это было 6-е место. 5-е место в нашем сегодняшнем рейтинге занимает Honor 8X. Этот красавчик 3750 мАч батарейка. И он выдает результат 5 часов 58 минут. Мне кажется, более чем достойно. 4-е, вот тоже уже почетнейшее место, очень близко к 3-ке, расположился Xiaomi Redmi Note 5. Это легенда, и она на 4-м месте. Его результат 6 часов и 3 минуты. То есть совсем немножко, но он уделал Honor 8X. 6 часов и 3 минуты. Ну что тут сказать. Красавец. Это еще при условии в том, что здесь у меня был включен GPS, так как у меня Mi Band привязан. Давайте на это еще скидку сделаем. Здесь вставлена сим-карта, и, соответственно, так как Mi Band привязан, здесь еще и Bluetooth был включен. Все это оставил, поэтому можно, наверное, смело еще минут 10-15 накинуть, и результат получится, ну, где-то все равно 4-е место останется, но может быть уже 6 часов там 15 или 20 минут. Так или иначе, 4-е место заслуженное, но по времени плюс там 15-20 минут можно спокойно прибавить. Итак, 3-е место. Мы подходим к 3-ечке. И 3-е место у нас занимает, кто вы можете подумать, iPhone 10s. И его результат 6 часов 28 минут. Ну что тут сказать? Оптимизация, одним словом. 2650 мАч батарейка, и при этом такой охеренный, как бы то ни было, результат. Все-таки, да, я понимаю, что сейчас можно рассказать, что это мобила, за которую отдали 88 тысяч рублей, и что, типа, надо было сделать еще мощнее. Да, может быть и надо было. Но все равно, опять же, результат при такой батарейке очень радует. То есть я откидываю все цифры денежные, просто сужу. Вот есть батарейка маленькая, а вот есть результат. То есть здесь разговор сейчас в данный момент не о цене. 6 часов 28 минут, 3-е почетное место. Мы подбираемся к вице-чемпиону. И что вице-чемпион тут у нас? Ну, здесь уже не тяжело догадаться. Здесь
OnePlus 6T. Вот он, красавчик, и он держался 6 часов 39 минут в режиме стресс-теста. Но здесь и батарейка 3700 мАч. И здесь как раз таки опять же можно поговорить про AMOLED, которого, наверное, не хватает Honor 8X, который примерно такой же батарейкой обладает, но при этом намного меньше выдает автономность. Ну и давайте вот так. Чемпион сегодняшнего нашего батла, первого в 2019 году. Первый стресс-тест в 2019 году. Кто же чемпион? Honor 8C, мать его! Вы представляете, Honor 8C в стресс-тесте выдержал 7 часов 20 минут! 7 часов 20 минут! Красавчик! Как бы то ни было, я на самом деле этот смартфон не сильно люблю, но вот нельзя это отнять. Первое место сегодня у Honor 8C и очень достойный результат. На этом сегодня и все. Все ссылки на эти смартфоны будут в описании под роликом. Переходите, смотрите актуальные цены и покупайте. Если вам понравился сегодня видос, ставьте лайчину. Как только под этим роликом наберется 10 тысяч лайков, я выпущу эксклюзивный ролик, где вам расскажу, кто самый горячий смартфон, кто из этих смартфонов нагреется быстрее при максимальном его тестировании и нагрузке. 10 тысяч лайков. Дерзайте. Напишите ваше мнение в комментариях по поводу сегодняшнего теста. Интересно будет почитать. Подписывайтесь на канал. Ставьте на колокольчик. На этом сегодня уже точно все. Все, давайте, красавцы. Пока.